Ваш бизнес не переживет этот кризис. Кассовый разрыв, к вам стучится в гости. Тук-тук-тук-тук. Еще какой-то барыга или там этот вытягивает из вас бабки. Чем вы вернете? Ну да, натурой, как обычно. Схема понятна, в общем-то, до более знакомая. Подрезать друг друга, топить. Такое ощущение, что это возврат к Советскому Союзу. Я похороняю свой бизнес, зато дешево и зарплаты низкие. Просто wake up, перестань бурчать. Что ты выбираешь, сделать шаг или молчать? Что ты выбираешь, сделать шаг вперед или назад? Кажется, что у меня отказали тормоза, но это не так. Предлагаю поговорить сегодня о кризисе и о том, как бизнес его переживет. Как, на ваш взгляд, будет реагировать бизнес на этот кризис, в который погружается сейчас Россия? Ну, первое, Россия погружается в кризис и будет погружаться дальше. Удушливая и засушливая вот эта вот атмосфера, да, экономическая зима и такая, да, вот она будет. Но потом будет лето, потом будет расцвет. Когда в 2025 году начнется небольшая оттепель, а в 2027 году начнется такой вот восходящий тренд. До 2027 года никаких восходящих трендов не будет, будет вот такой вот небольшой постепенный тренд вниз с небольшими иногда ступеньками вниз. Знаешь, небольшой вот так вот тренд вниз, а потом вот. Здесь важно, вот, идя по этим ступенькам, не поскальзываться, а в момент вот этого резкого провала тоже быть готовым, ну, чтобы вот, ну, не упасть и не разбиться. Вот и все. Если коротко, конкуренция будет ужесточаться, соперничество, вот это вот все там, подъебание, там, вот, подставы и так далее, да. Сильные будут усиливаться за счет того, что будут подгребать тех, кто сдох, да, ну а слабые сдохнут. Ну, они уже начали дохнуть, но будут дохнуть как мухи скоро. Внимание! В конце этого выпуска я вам дам 3 признака того, что ваш бизнес не переживет этот кризис. Поэтому обязательно дождитесь, чтобы использовать это для своего выживания. А кто такие все-таки сильные и кто такие слабые? Слабые — это те, которые экономически слабые, да, ну, они в кредитах там, или у них прибыли нет и так далее, и у них вот с хлеба на квас, да, и кассовые разрывы, и все вот. Но бывает и те, у кого нет кассовых разрывов, и кто генерит прибыль, они тоже могут оказаться слабыми в текущих ситуациях. Почему? Ну, например, потому что эти компании или эти бизнесы некому защитить. Поэтому вполне могут быть рейдерские захваты и так далее. Что еще может сейчас вернуться? Вот то, что мы уже забыли, но оно сейчас вернется. Ну, я уже первое сказал, это рейдерство. Ну, еще может вернуться, например, недобросовестная конкуренция. Ну, то есть люди будут подрезать друг друга, топить, ну, создавать условия такие, подставы и так далее. Если поставил ногу ближнему, так сказать, да, или конкуренту, ну, подставил его, да, забрал его рынок. Например, служба безопасности «Газпрома» получает неопровержимые данные о том, что один участник, значит, поставок на «Газпром», ну, это там жулики и все такие очень нехорошие люди. Служба безопасности «Газпром» проверяет этого контрагента, и действительно, надо же, да, обнаруживает, что все, и по своим каналам дает, так сказать, куда надо данные, и этого участника отстраняют от торгов. И вот сильная компания с хорошим продуктом оказывается в каких условиях? В условиях того, что некий дядя приходит к этой компании и говорит: ну что, все, хана, давайте, пока вы еще совсем не сдохли, по сходной цене, значит, мы вас выкупим. Схема понятна, в общем-то, до более знакомая, в общем-то. Слушайте, здесь и подстава, да, вот на самом деле, здесь и такой скрытый рейдерский захват, здесь и белые рыцари такие, спасители, да, типа, ну вот вам же все, давайте мы вас спасем. Здесь вот все вот эти вот, ну, может, симптомы вот этого вот кризиса. Третье, что может вернуться, это сделки слияния и поглощения, то есть покупка на нормальных условиях слабых игроков. Это, кстати, один из наиболее выгодных вариантов для того, кто покупает, потому что управляющий слабой компании, ну или ослабевший, он может остаться в этой компании, и не надо будет срочно там заменять команду, там управляющую, это же может плохо кончиться. И сейчас очень много, я вижу, сделок слияния и поглощения, да, и ну, зачастую там речь идет о дисконтах на покупку, но это не грабительские дисконты, это дисконты вот с размерно текущим положением на рынке и так далее. Если вы захватили компанию, ну, как подставили, захватили или отжали, короче, да, по-русски говоря, отжали. Ну, предыдущая команда будет на вас работать?
предыдущий управляющий точно не будет и так далее, да, да и вообще сделает все так, чтобы вот это вот бизнес, возможно, не смог работать, да, переманит сотрудников и так далее, поэтому стоит 10 раз подумать, прежде чем идти вот на такие вот черные или серые механизмы и так далее. Вот, поэтому давайте так, конечно, это шанс для сильных стать еще сильнее, да, консолидировать рынки, но я предупреждаю, те, кто консолидирует рынки, ну давайте так, неправильно, не оплатив справедливую цену другим компаниям, ну тот, в общем-то, себе выроет яму, могилу выроет. Поэтому давайте так, я максимально призываю к преемственности. В конце концов, это нормально, когда бизнес меняет владельца, да? Но очень плохо, когда идут рейдерские захваты, когда идут вот эти вот подставы, отжатие бизнеса, потому что это, в общем-то, провоцирует совершенно дурную среду грабительства, воровства, коррупции, покрывательства и так далее. Ну, собственно, это опять пихает нашу российскую экономику вот в то состояние, в котором она находится. Она никак не может взлететь. Почему? Так слишком много вот таких, знаете, нерыночных схем. Ну и в целом очень много компаний обанкротятся, уйдут с рынка, никто даже не заметит, что они ушли. Потому что знаете как, ты вот 10 лет развивал компанию, семейная компания, да, докладывал, и каждый день думал, ну вот еще чуть-чуть, и вот будет, сейчас кризис переживем. Ну, многие не переживут этот кризис. Вот. Многие бизнес-модели потеряют свою актуальность в условиях вот этой вот экономики и так далее. Особенно, знаете, на маркетплейсах многие там заведут маркетплейс и все. Прибыли уже нет, и вот они все докладывают, говорят, сейчас будет, да сейчас. Конкуренция на маркетплейсах будет расти. Поэтому для начала, для тренировки это нормально, а потом это вот усирание, это все мертвым припарке, понятно? Поэтому, ребят, кто на маркетплейсах уже в нулях, убегайте, все, скоро вы будете в минусах и будете это держаться типа бизнес. Нету бизнеса на маркетплейсах, понятно? Нету. Бизнес на маркетплейсах зарабатывает только Бакальчук. Вот эта череда банкротств бизнесов, она может вызвать цепную реакцию и усиление этого кризиса? Конечно, да. То есть люди будут терять доходы, будут соглашаться на низкооплачиваемую работу. Некоторых людей просто будут увольнять, то есть у людей будет падать покупательская способность. Они будут покупать меньше товаров, и все. Сперва они будут залезать в кредиты, вот, ну а потом долговая петля. Сейчас уже более 10 миллионов людей в России, у которых финансовая состоятельность, ну, в отношениях там с банками, с микрофинансовыми организациями, ну, давайте так, наладом дышит. Ну, то есть либо они в бегах уже, да, либо вот-вот сейчас отправятся в бега. Ну, что тут? Это раз. Второе. Высококвалифицированные люди, специалисты редких профессий и так далее, они предпочтут более стабильную, ну, какую-то атмосферу. А какая, где более стабильная? Ну, в госкомпаниях. Такое ощущение, что это возврат к Советскому Союзу. Типа такое, компания обеспечения занятости населения. Родственники, друзья, кумья, там все, да, давайте всех соберем, у всех там зарплата приличная, да? Да, никто ничего особенно не делает. В результате получается такая штука, что, знаете, производительность труда в этих госкомпаниях невысокая, но там есть люди, которые лямку тянут, ну реально, один за 10, да? И ему, в принципе, неплохо платят, и он согласен на это, да? И вот такая госкомпания, да, облеченная ресурсами, да, контрактами и так далее, да, в принципе, она это такой островок стабильности, да. Вот мне кажется, вся Россия сейчас, она перемещается вот в такие госкомпании, в островки стабильности. Но в такие компании попадут там 10-15, ну, может быть, 20% населения России. Куда деться другим 80% населения? Ну, куда? Либо обустраивать эти островки стабильности самому, ну, то есть открывая там малый бизнес и может быть получится, ну, вряд ли, да. Ну, либо трудоустраиваться в какие-то островки стабильности, ну, там, средние и большие коммерческие компании. Это тоже такие хорошие подводные лодки. Ну, а тот, кто не успел запрыгнуть на остров стабильности госкомпании или на подводные лодки стабильности коммерческих компаний и пытается там самозанятым что-то там это, ну, ребят, давайте так, мне, честно говоря, немножко даже жаль
Да? И, пожалуйста, если вы будете претерпевать вот эти вот травмы, да, и так далее, пожалуйста, не доводите ситуацию до того, когда вот травмы уже будут несовместимой с жизнью. Да? Запрыгните на один из островов. Надо держаться вместе сейчас. Поэтому вот все эти вот самозанятые, знаете, фрилансы и так далее, да посмотрите, что там на фрилансовом рынке сейчас. Фриланс. Ты кто? Я бизнесмен. Что, на фрилансе? Ну, по-русски я вам говорю, фриланс — это значит free, свободен, никому нахрен не нужен, ты, понятно? Игорь Владимирович, я предлагаю чуть-чуть вернуться назад. Возможно ли ситуация, при которой вернутся крыши, братки? Вы же сказали в начале, что возможны отъемы предприятий, рейдерские захваты, и тот, кто не имеет поддержки, как раз и попадет. По сравнению с 90-ми, вот крыши и братки сейчас экономические. Дело в том, что если ты сидишь на судном проценте или в долгах, как в шелках, и, слушай, твоя судьба зависит от пролонгации кредита банка, ну, крыша у тебя уже есть. У тебя полная зависимость от этой банковской крыши. Как она скажет, так и будет. Поэтому в данном случае, смотри, не будет возврата к тем браткам, вот к обморозкам, там, вот это. Да нет, зачем? Есть более изящный механизм. Абсолютно изящные. И они вроде как не выглядят как бандитские схемы, но они по сути являются бандитскими. Ну что такое судный процент под ставку 15% годовых? Это что, не бандитство, что ли? Вы представляете, сколько денег изымается из бизнеса под ставку 15% годовых? Ну, кстати, напомню, что все эти деньги будет платить кто? Потребитель этих товаров и услуг. Поэтому на самом деле получается так, прямая перекачка денег из кошельков потребителя куда? Вот этим крышам, вот этим вот новым браткам. Это финансово-промышленные конгломераты, холдинги. Ну, они сегодня в основном финансовые, это банки. Ну, вы все знаете, крупнейшие банки, они самые выигравшие бенефициары от этого кризиса. Но это не значит, что банки плохие. Это абсолютно не значит. Это значит, что у нас вот такое устройство вот экономики. Мы ждем очередного кризиса, когда финансовые вот эти вот группы, да, они соберут кучу опять неликвида и будут думать, что с ним делать. Ну, неликвид умер, знаете почему? Активы почему обанкротились? Ну как почему? Они пытались, но из них выкачивали 15% годовых, да, но они не смогли взлететь, да. Вот в результате эти все остовы заводов, фабрик и так далее сейчас отошли этим банкам. И управляющие или владельцы, или основатели, которые создавали этот бизнес, у которых отобрали этот бизнес, что они делают? Они говорят, пошли в жопу и уехали. И теперь эти банки сидят с этими, значит, стенами, там, где-то оборудование стоит в ящиках, где-то завод не запущен просто и не знает, что делать. Ну вот так устроена нынче экономика. Вся промышленность, которая сейчас есть в России, это 3% от промышленности, которая должна быть в России для того, чтобы мы жили богато и преуспевающе. Представляете? Ну а как запустить реиндустриализацию? Ну только через длинные деньги, а их необходимо создать. Создание длинных денег, да, и финансирование под ставку 3% длинными деньгами, десятилетиями, 15-летними, это и есть ключевая задача экономических властей, финансовых властей и, я скажу так, и политических властей тоже. Здесь все замешано, смотрите, социальная стабильность и наше будущее, да, зависит от того, что мы сейчас делаем. Вы уже частично сказали, что должно сделать государство. Это дать длинные деньги под низкий процент для бизнеса. Что еще может сделать государство, чтобы уберечь нас от такого глобального кризиса? Государство может и должно сделать, поднять зарплаты. Кто путешествовал по богатым странам, наверное, подмечал, что там очень большие зарплаты. Ну, прям вот, ну, несопоставимо с Россией. Если в России там зарплата, например, 300 или 500 или там $700, это вот $700, например, это вот уже вот так вот весомо, то что такое $700, например, во Франции? Таких нет зарплат. Вот и все. А во Франции там 3000 там, евро, там, наверное, там, 4-5, это такие зарплаты, вот самые вот, нижние. Дело вот в чем, что в богатых странах другой уклад, все дорого, да? И вот эта вот большая плата за продукты, за услуги и так далее налагает на тех, кто дает эти услуги, очень много требований по качеству,
по сроку службы, там, по гарантийному обслуживанию и так далее. Ну а потребители, соответственно, платя за эти услуги, они являются, ну просто, можно сказать, агентами, которые настаивают, чтобы это качество было, да? Чтобы гарантийное обслуживание было и так далее. То есть экономика ответственного потребления, да, и экономика ответственного предложения. А теперь что в бедных странах? А там полностью безответственная экономика. Зато дешево и зарплаты низкие. И в результате всем все похуй. Дороги построили, через год ремонтируем. То есть, смотрите, вопрос перевода экономики на рельсы ответственного потребления и ответственного предложения, он связан хронически с тем, что у нас будет другая стоимость человеческого труда. Это тут же наложит требования для работодателей по поводу производительности труда. В госкомпаниях уже не будет возможности трудоустраивать кумовей, зятей, там, сестер, братьев и так далее, которые ничего не делают. Но это вот ломает привычный уклад, и поэтому это входит в противоречие. Но рано или поздно это сделать придется, потому что когда все дорого, тот, кто платит за это дорого, он зубами вцепится и за качество ответишь. А когда все дешево, да пофиг, радуйся, что тебе косточку кинули. Давай, лежи косточку. Поэтому у нас вся страна это лайка лежит косточку. Да, есть несколько церберов и псов, таких, охранных. Да, а все другие — это такая лайка лежит косточку. Ей бросили косточку, она ее лежит. И это еще, говорит, так это же лучше, чем сосать у шарика, Но меня не устраивает такая комбинация. Я бы хотел, чтобы мои дети, мои внуки, да и я сам успел бы застать то время, да, когда по-другому. Когда зарплата в России, минималка там 100 тысяч рублей, там средняя зарплата там 200 тысяч рублей. Ну, я уж не говорю о том, что достаточно типично было встретить бы человека с зарплатой, подчеркиваю, 300, 500 тысяч рублей, да. Вот от этого экономика развивается. Вот они пошли, фермы, гаражные кооперативы и так далее, потому что есть кому продавать, потому что потребитель есть, который готов платить за фермерские продукты, а не те продукты, которые в Магните там. Без слез не глянешь. Как однажды яблоко, зуб остался у меня в этом яблоке, в этом Магните. Я не знаю, там, во времена Галицкого, в общем-то, это все началось, а сейчас только усугубляется. Вот. Кстати, если кто-то ходит в Магнит иногда или захаживал, напишите мне, как вам Магнит. Я предлагаю перейти к конкретным рекомендациям. Можем мы назвать признаки, по которым можно понять, что твой бизнес кризис не переживет? Да, таких признаков всего 3. Первое — кассовый разрыв. Если хронически, в длительном времени выручка у вас меньше, чем затраты, ну понятно, да, что будет? Кассовый разрыв, к вам стучится в гости. Тук-тук-тук-тук, привет, и вот я пришел. Через некоторое время, вы начинаете сперва докладывать там какие-то деньги, еще докладывать, но потом у вас деньги кончаются и возникает кассовый разрыв. Вы, конечно, идете и пытаетесь какого-то инвестора привлечь, но когда инвестор приходит и видит ваш кассовый разрыв, он говорит: ты куда привлекаешь инвестора? В дыру? В кассовую дыру или как в разрыв, в черную дыру? Второе. Большие кредиты. Что значит большие? Давайте это относительно, так сказать. Да? То есть если у твоего бизнеса есть там 2 основных параметра, например, выручка и EBITDA, или, лучше сказать, там, прибыль. Если ваш долг больше, чем 50% от прибыли годовой и приближается уже к 1 годовой прибыли, то вот эта компания уже под риском. Если у вас 2 годовых прибыли долг, ребят, это катастрофа. Да, катастрофа, потому что ваш кредитор может просто банально в какой-то момент отозвать у вас долг, потребовать возврата. Чем вы вернете? Натурой, как обычно, да, вот так и уходит компания с молотка там, за ничто. Я рекомендую держать всегда долг не больше, чем половина годовой прибыли. Вот все. Но если у вас нет прибыли годовой, что значит? Какой ваш долг, рекомендованный от Игоря Рыбакова? 0! Понятно? Нормальная ситуация, когда долговая нагрузка на компанию отрицательная. Что это означает? Это просто инверсия, да? Когда на счетах компании лежат деньги. Вы знаете, сколько денег в виде кэша у Apple на счетах?
55 миллиардов долларов. Вот это нормальная ситуация. Нормальная, потому что тогда Apple баражирует по рынку и видит какую-то компанию, которая там ослабела или что-то, он ее цап-царап и покупает за кэш. Поэтому если у вас на счетах нету денег, а есть долги банку, то у вас не просто есть деньги, которые ready for deal, то есть готовые для какой-то сделки и так далее, готовые, что вы достаете ружбайку и стреляете в барашку, да, все, вот он, охотник как поступает. А у вас в момент, каждый момент еще какой-то барыга или там этот вытягивает из вас бабки. И третье, о чем сегодня хотел бы сказать, это если твои товары или услуги для среднего класса. Вот именно там основные просадки доходов у людей, да, вот именно там основные там сокращения, турбуленции и так далее. Поэтому срочно, ну, либо расширяй нишу до эконом, либо уходи там, к богатым людям и так далее. Вот эта ниша сейчас под огромной угрозой. Вот эти три признака, которые сейчас я хочу, чтобы ты отслеживал, они дадут тебе вот первую такую чувствительную, эрогенную зону для понимания, в какой ты точке устойчивости. Мы поговорили об основных признаках, которые дают понять, что бизнес в опасности. Давайте теперь поговорим о том, что делать, чтобы бизнес пережил кризис. Да, действительно, три признака, чтобы смотреть, как бизнес в опасности или нет, да, я дал. Теперь посмотрим 5 признаков, что делать. Итак, первое, что ты можешь сделать в кризис, если у тебя есть деньги, покупай вот этих вот мелких, споткнувшихся, хороших ребят и так далее, но которые вели разгульный, безалаберный, разухабистый образ жизни, делая все ставки на развитие и так далее. Все в развитии. Отлично. Они развили для тебя очень хорошее подразделение. Теперь ты его цап-царап и на совершенно другой режим говорит: так, ребят, а теперь хардкор, все, хороший продукт, качество, все, эффективность, производительность, все, погнали. И отлично. И вот эти ребята, вот эти малыши будут на вас работать и кайфовать, потому что они окажутся в бизнес-семье. Наконец-то у них будет, ну, как бы вожак, лидер, не автократический вот этот вот террорист, феодал, капиталист, помещик, как его там назвать. Нет, это будет бизнес-семья. Это будет конгломерат независимых бизнесов и так далее. Поэтому, если есть деньги, покупай малышей и делай из них вот такие вот свои подразделения. Второе. Если нет денег или пока недостаточно вот этот кошелек резервов, который копится, но еще недостаточно, тоже есть вариант, отличный вариант. Повышай эффективность, производительность труда. Ведь очень многие вещи были недоделаны в момент там, не знаю, бурного роста, экспансии и так далее. Так всегда бывает, у всех, у меня также. Поэтому кризис всегда, когда у меня нет денег, но я в кризисе, для чего я использую? Производительность труда, эффективность, реорганизация. Все это увеличит устойчивость и позволит, ну, как бы, сохранять вот сильную устойчивость и даже прирасти органически в момент вот этих турбуленций. Третье. Ни в коем случае не бери кредитов. Ни в коем случае не бери кредитов и не создавай себе поле логических причин не заняться повышением производительности труда и эффективности. Если ты зальешь хорошими деньгами в свою компанию, да, ты превратишь эти деньги в плохие деньги. То есть хорошие деньги, ну, такие свежие, да, свежую воду ты заливаешь в бачок, ну, там, с мутной водой. Понятно, да, свежая вода тут же превратится, ну, в мутную воду, да, такую жижа. Вот, поэтому обожди. Займись повышением эффективности, там, производительности труда компании без залива дополнительных денег. Это очень важно. Потом, когда выйдешь на эффективность и производительность, так эти финансовые инвесторы тебя сами найдут и скажут: возьми деньги по любой привлекательной ставке. Понятно? Для примера я вам так скажу. Технониколь постоянно получает 10 оферт от разных банков вот каждый месяц. Понятно? Которые хотят, чтобы Технониколь взял деньги у этих банков. А знаете все почему? Ну, потому что чистая кэш-позиция у Технониколя огромная, рисков нет, и банки постоянно атакуют. Пожалуйста, возьмите, может, вам все-таки что-то надо профинансировать, ну, какую-то длинную поставку какого-то там имущественного комплекса и так далее. Почему? Так они уверены, что Технониколь — это супернадежная компания. И, кстати, это тоже дополнительный повод, если вы строите дом или ремонтируете, покупайте именно продукты
товары компании Технониколь. Когда вы покупаете другие товары или продукты, ну хер знает, как у них с финансовым положением, там, может они там наладом дышат и экономят. Четвертое. Уходи из бизнесов, из ниш, из бизнес-ниш, которые возникли в тучные времена. Ну или в особые времена. Например, если ваш бизнес связан, например, с продажей лопат или с изготовлением лопат во время там золотой лихорадки, ну понятно, глупо сидеть дальше и держать этот завод по производству лопат или магазин по, значит, по лопатам, если вот все, кто ищет золото, все рассосались, больше они не ищут золото. Вот и все. И пятый пункт, мой любимый. Если видишь, что бизнес йог, как говорят татары, ну или башкиры, да, йог, ну то есть все, похорони его. Призываю вас, тех, кто все еще пинает дохлую лошадь, ну и пытается, докладывая деньги, спасать дохлую лошадь, ребята, лошадь сдохла, все, закопайте ее. Вот выройте ямку, да, положите туда лошадь, присыпьте, камушек поставьте, похороните, скажите: я похороняю свой бизнес, покойся с миром и так далее, и все. И займитесь чем-нибудь другим. Поэтому, если твой бизнес закрылся, слушай, это нормально. Здесь выживают только какие-то анормальные вещи. Вот, например, бизнесы, которые там более 30 лет там, в России, Лукойл, там, Технониколь, я могу дальше перечислять. Это анормальные, это почти паранормальное явление для России, понимаете? А нормально здесь вообще поработал какой-то, закрылся, потому что все, ниша сменилась, ниша закрылась и так далее. Итого, ребят, я вам дал 3 метода экспресс-тестирования. Да? Хотите знать, пахнут ли дела керосином? Вот, пожалуйста, экспресс-метод. И 5 пунктов, что делать вот во время этой турбуленции, чтобы не погибнуть первым. И, возможно, даже успеть увеличить свою устойчивость за счет укрепления. Да? Пользуйтесь этими методами. Это методы, проверенные временем тысяч очень успешных предпринимателей. И я тоже проверил эти методы. И смотрите, были времена, когда я не использовал эти методы. Ой, мне было плохо, ой, плохо, ой. Я несколько раз подводил ситуацию, что вот я мог бы, вообще говоря, умереть. А теперь я пользуюсь этими методами, экспресс, как бы тестирование, пахнет ли дело керосином, и вот этими методами, ну, как бы быстрых настроек во время турбуленции. Пользуйтесь и вы. И я хотел бы, чтобы мы с вами вместе размножали хорошее, чтобы плохому места просто не осталось. Ты снова не чувствуешь свои желания, снова новые и новые оправдания. Что тебе нужно для твоего сознания? Освободи свои желания, освободи свои желания.